Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. И обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты вы можете увидеть на главной странице канала, там где написано «Главное», «Видео», далее плейлисты, каналы, о канале, сообщество и так далее. Вот вы нажимаете на плейлисты, находите нужную вам папочку, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Вы моя большая-большая группа поддержки. Спасибо вам большое за теплые слова. Я сегодня к вам с интересным узорчиком. Данный узорчик, так скажем, приурочен к Дню всех влюбленных, 14 февраля, но может быть, конечно, и использован в любое время, так скажем, года. Ниточки сегодня какие будут? Это, получается, ниточки вот такие вот, смотрите. Называются они Yarn Jeans. Здесь 55% хлопок и 45% полиакрил. И нам советует производитель, берите крючок, вот, 3,5 мм. Это уже перемотанные, да, моточки. Смотрите, я беру 3,5 мм. Есть. И беру себе в помощь крючок чуть потоньше. Я буду прятать ниточки, мне необходимо будет крючок чуть потоньше. Итак, схемка, конечно, очень простая. У вас получится, повторяйте, вяжите с удовольствием. Ну что, свяжем? Итак, я решила взять вот такие вот цвета, да, все-таки сердечки. Это нежно-розовый и ярко-розовый цвет. Вы можете брать любые оттенки цветов. Вы можете брать вообще любые нитки, да, любую пряжу от хлопка до полиэфирного шнура. И получается у вас будет по размерчику от аппликации, да, до полноценного ковра. То есть на ваше усмотрение берите любую пряжу. Итак, начну я с ярко-розового. Для начала мы точно так же, как и всегда, делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь смотрите, возвращаемся к самому первой петельке. Вот самая первая петелька. Ныряем в нее. Вытягиваем ниточку. И ее же эту ниточку провязываем через петельку на крючке. Все, получилось вот такое вот колечко. Сейчас будем работать с колечком и одновременно прятать вот эту вот ниточку. Итак, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Нырнули в колечко, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид. Нырнули в колечко, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь 3 петельки вместе провязали. 1. Вот такая красота. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять ныряем в колечко и провязываем уже 3 столбика. То есть здесь у нас вначале было 3 петельки подъема, да, то есть имитация столбика с накидом. А теперь 3 столбика с накидом. 1. И получается, стоп, 2 петельки на крючке. Далее 2. Далее 3. И когда у нас получается вот так вот 4 петельки на крючке, провязываем их вместе. Оп. И 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять в колечко ныряем. Делаем точно такой же пышный столбик. 1, 2, 3. 3 столбика с одной верхушкой. Оп. Видите, да? Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять делаем точно так же. Провязываем 3 столбика с одной верхушкой. Провязали. Смотрите, у нас 1, 2, 3, 4 таких, да, набора столбиков. Должно быть 8. Идем дальше. 1, 2, 3. Делаем точно так же столбики 5-й раз. 1, 2, 3. Все вместе провязали. 3 воздушные петельки. Еще 5 такие же столбики делаем 6-й раз. 1, 2,
3. Провязали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 7 раз. Раз, два, три. Все вместе провязали. 3 воздушные петельки. И последний 8 раз. Проверяем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 раз. Немножечко так вот подправим, чтобы колечко освободить. Так, и раз, неполный столбик с накидом, 2, 3, провязали все вместе и 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь мы, смотрите, присоединяемся к верхушке, да, к самому началу нашего предыдущего, так скажем, комплектика наших столбиков. Вот, за верхушечку взялись, вытянули ниточку и ее тут же провязали через петельку на крючке. Здесь я хочу на этом цвете остановиться. Я хочу переключиться на новую ниточку. То есть вы можете переключаться, можете нет. Я вот так вот сделаю воздушную петельку, подтяну ниточку и могу ее спокойно уже отрезать. Так. Делаю специально кончик большой, да, чтобы вам просто показать. Итак, видите, мы зафиксировали. Вот, мы зафиксировали нашу петельку. Переворачиваем на изнаночку. И тут я могу взять крючок потоньше и запрятать вот в этих петельках кончик ниточки. То есть точно так же, как я вам показывала в предыдущих видео, да, мы просто-напросто запутываем в петельках в любом хаотичном, только для нас понятном, так скажем, порядке. Вот, то есть какого-то конкретного жесткого правила, конечно, здесь нет. Все, и тот кончик, самый первоначальный тоже, так вот вдоль столбиков, берем раз и запрячем его для большей фиксации. Ненужные кончики отрезаем с чистой совестью, они нам уже не нужны, они у нас уже зафиксированы. Вот. Вот такой вот получается первоначальный цветочек, да, кругляшочек у вас получается. Теперь мы с кругляшочка будем делать другим цветом квадратик. Как мы это будем делать? Итак, берем опять наш крючок, который побольше. Вот в любую арочку из 3 воздушных петелек ныряем, совсем в любую, вообще какая нравится. Берем нашу новую ниточку, смотрите, вытягиваем петельку, делаем воздушную вот так вот, да, зафиксировали. А теперь смотрите, берем кончик ниточки и делаем слева направо перекрест. Раз, провязываем воздушную петельку. Раз, опять ниточку справа налево, то есть мы будем ее прятать, да, повернули справа налево, раз, крестиком, видите, провязали вторую воздушную петельку. Слева направо опять ниточку, раз, третью воздушную петельку и опять справа налево 4-я воздушная петелька. То есть у нас здесь должно быть 4 воздушные петельки. Вот мы уже нашу, получается, ниточку запрятали, зафиксировали. Кончик мы отрезаем. И с нашей ниточкой ничего уже не случится. Итак, далее что мы делаем? Смотрите внимательно. 2 накида. Ныряем в эту же арочку и провязываем столбик с 2 накидами. То есть вот эти вот первые 4 воздушные петельки. Это у нас был столбик, имитация столбика с 2 накидами. Понятно? Идем далее. Теперь делаем 1 накид, ныряем сюда же в эту же арочку и провязываем столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Далее у нас получается 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 5-й столбик сюда же провязываем полустолбиком с накидом. То есть смотрите, накид делаем, ныряем в эту же арочку, вытягиваем ниточку. У нас 3 петельки на крючке. И теперь их все вместе провязали. 1. Понятно? Воздушная петелька. И перепрыгиваем в следующую арочку. Здесь мы будем делать зеркально наоборот. То есть мы начнем с полустолбика с накидом. Накид. Нырнули в арочку. Вытянули ниточку. И 3 петельки вместе провязали. Оп. Далее накид. Сюда же провязываем 2 столбика с накидом. Вы уже знаете. 1 и 2. И сюда же провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. 2 накида, нырнули, вытянули ниточку и по 2 петельки провязываем. 2, 2, 2. Еще один столбик с 2 накидами, нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Понятно, да? Далее идем в следующую арочку, делаем вначале 2 воздушные петельки. 1, 2. И ныряем вот в эту арочку, опять же зеркально наоборот. То есть получается начинаем со столбиков с 2 накидами. Итак, 1 столбик с 2 накидами,
2 накида, второй столбик с 2 накидами, накид. Теперь будет 2 столбика с одним накидом, раз столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом. А теперь накид и провязываем полустолбик. Пока просто повторяйте, сейчас увидите, что у нас получается. Воздушная петелька. Ныряем в следующую арочку, опять зеркально наоборот. Начинаем с полустолбика. Далее у нас 2 столбика с одним накидом. Раз и 2. И 2 столбика, получается, с 2 накидами сюда же. Раз столбик с 2 накидами. 2 столбик с 2 накидами. Угу. То есть у вас, смотрите, видите, формируется вот он уголок. Вот квадратик у нас будет. Вот квадратик. Уголок раз. Сейчас мы делаем второй уголок. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И провязываем опять зеркально наоборот. То есть начинаем со столбиков с 2 накидами. Раз столбик с 2 накидами. Сюда же 2 столбика с 2 накидами. Далее идут 2 столбика с одним накидом. Раз, 2. И последний 5-й столбик у нас идет полустолбиком с накидом. Накид, нырнули, вытянули ниточку и провязываем, получается, все 3 петельки вместе. Раз и провязали. Видите, да? Вот еще один уголок сформировался. Видите, вот уголок, уголок. Далее идем опять делаем уголок, уголок. Самостоятельно справитесь. Давайте, здесь будет 1 воздушная петелька. Начинаете с полустолбика, заканчиваете столбиками с 2 накидами. 2 воздушные петельки. В следующую арочку делайте. Начинаете с 2 столбиков с 2 накидами, заканчиваете полустолбиком. Понятно? И здесь опять полустолбик. И заканчиваете столбиками с 2 накидами. И здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш квадратик практически готов, да? Вы провязали самостоятельно, закончили 2 столбиками с 2 накидами. Опять делаем 2 воздушные петельки и присоединяемся вот к 4 петелькам подъема за самую верхнюю петельку. Оп, соединительной петелькой. Понятно? Идем далее. Воздушная петелька. Сюда же нырнули, провязали столбик без накида. Есть. В следующую, получается, столбик, столбик без накида, столбик без накида, столбик без накида. То есть все наши, получается, 5 столбиков, которые мы здесь провязали, да, наши 5 столбиков провязали, как 5 столбиков без накида. Далее 1 воздушная петелька, помните арочку. Ныряем в арочку и провязываем столбик без накида. Далее следующие опять идут у нас 5 столбиков, их точно так же провязываем столбиками без накида. Вы в этот момент можете менять ниточку, да, можете той же самой ниточкой. Я провяжу той же самой ниточкой. Есть. Теперь смотрите, я как бы планирую, да, что у меня получается будет здесь основание, вот, основание, да, кончик вот моего сердечка. То есть получается здесь я должна буду сделать, смотрите, у меня здесь получается в арочке 2 воздушные петельки, а я в эту арочку сделаю 3 столбика без накида. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Понятно? Далее следующие 5 столбиков опять провязываю как 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Там, где у меня арочка из 1 воздушной петельки, я ныряю в арочку и провязываю 1 столбик без накида. А далее вот идут мои 5 столбиков, да? Я их провязываю точно так же, как 5 столбиков без накида. То есть я беру за верхушку 1 столбика, точно так же 2, 3, 4, 5. То есть вот получается у меня, да, вот острый носик у моего сердечка. Здесь у меня должны быть 2 вот такие вот подушечки. Как мы их будем делать? Смотрите. Вот у нас идет наша арочка из 2 воздушных петелек. Мы ныряем в нее и делаем всего лишь навсего 1 столбик без накида. Далее смотрите, ныряем в следующий, получается, столбик, делаем столбик без накида, а теперь внимательно. 2 накида, мы пропускаем все вот эти столбики и идем вот этой арочки из 1 воздушной петельки. Ныряем в эту арочку, вытягиваем ниточку и провязываем наш столбик с 2 накидами. То есть возвращаемся обратно по 2 петельки. 2, 2, 2. Угу. Воздушная петелька, опять 2 накида, сюда же в арочку ныряем и провязываем еще такой же столбик с 2 накидами. Опять воздушная петелька, 2 накида, третий столбик,
с двумя накидами, воздушная петелька, 4 столбик с двумя накидами, воздушная петелька, далее 5 столбик с двумя накидами, воздушная петелька, 6 столбик с двумя накидами, воздушная петелька, 7 столбик с двумя накидами, воздушная петелька, 8 столбик. Поняли, да? То есть между каждым столбиком по воздушной петельке. И 9 столбик с двумя накидами. Вот, смотрите. Вот такой вот большой получается у меня веерочек. Далее, когда вы провязали 9 столбиков с двумя накидами и между ними по воздушной петельке, да, то есть между первым, вот самый первый столбик и самый последний, здесь воздушную петельку делать не надо. Вот наша арочка из 2 воздушных петелек, помните, да? Мы ныряем в нее и провязываем просто соединительную петельку. То есть вытянули ниточку и тут же ее провязали через петельку на крючке. Видите? То есть вот растет так сердечко. Теперь будем делать точно такую же вторую половинку. То есть опять вы делаете 2 накида. Раз, два. И вот ныряете вот в эту арочку из одной воздушной петельки. Нырнули, вытянули ниточку и провязываете по 2 петельки. 2, 2, 2. Воздушная петелька и второй столбик. И воздушная петелька, третий столбик. Давайте самостоятельно провяжите 9 столбиков с двумя накидами, а здесь я вас встречаю. Договорились? Вы же справитесь? Давайте. Если что, перематывайте назад, смотрите, как провязывали здесь. Итак, смотрите, наша сердечко практически, да, готово. Смотрите, сейчас мы соединяем соединительной петелькой последний столбик с двумя накидами. Так, смотрите. Мы, получается, ныряем вот в эту арочку и провязываем столбик без накида. А далее сразу же ныряем вот в следующий столбик без накида и делаем соединительную петельку. Все, мы соединились. Далее, смотрите, делаем опять воздушную петельку. Я сюда же ныряю и делаю столбик без накида. И опять проходимся полностью по всему сердечку столбиками без накида. То есть там, где у нас, скажем, по бокам сердечка никаких особенностей нет. Сейчас дойдем до основания нашего сердечка. Да, как бы до треугольничка, который снизу. Сейчас дойдем. И смотрите. У нас здесь получается, мы делали, помните, да, 3 столбика без накида. Раз, два, три. Ныряем, получается, в самый центральный столбик. Первый столбик провязали 1, второй столбик центральный провязали здесь 2 столбика без накида. И следующий столбик и остальные столбики провязываем по одному столбику без накида. Все, ничего сложного. Единственное, что на самом кончике просто провязали 2 столбика. Далее идем опять по боковой стороне нашего сердечка, тоже без изменений. А когда начнутся вот эти вот подушечки, да, полукруглые, покажу вам сейчас, как будем вязать. Итак, поднялись. И вот начинаются наши столбики с двумя накидами. Мы нырнули в столбик, так? Помните, после столбика была воздушная петелька, поэтому мы ныряем в арочку и провязываем столбик без накида. Далее в столбик верхушку нырнули и провязали столбик без накида. Далее в арочку, поняли, да? То есть там, где воздушная петелька, столбик без накида, и там, где столбик без накида. Все, то есть как бы вот именно за счет этого происходит, расширяется диаметр, да, наших полукругов. И все, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик, до самого последнего столбика. А помните, дальше мы провязывали с вами, да, вот нашу арочку, соединительную петельку. То есть мы здесь точно так же ныряем вот в эту петельку и провязываем тоже соединительную петельку. Далее идет опять столбик. Мы ныряем в верхушку столбика, провязываем столбик без накида. Далее опять арочка, столбик, арочка, столбик. Понятно, да? То есть вот наше сердечко. Мы, получается, его еще раз обвязываем. Давайте вот до сюда вы самостоятельно провяжете, а здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца, да? Теперь провязываем последний столбик столбиком без накида и присоединяемся
вот к нашему, получается, первому столбику соединительной петелькой. Все, ниточку я подтягиваю, я хочу переключиться на новую ниточку. Вы можете переключаться, можете не переключаться, как бы на ваше усмотрение. Итак, сейчас я зафиксирую, да, ниточку, возьму крючок по чуть потоньше, потому что столбики без накида, и крючком основным как бы немножко будет это сделать трудновато. Я беру чуть потоньше, вот так вот вытягиваю петельку, и в эту же петельку, получается, я могу провязать свою ниточку. Все, я зафиксировала сзади, все тем же цветом. Теперь я могу спокойно, с чистой совестью спрятать в те же самые петельки столбиков, и будет незаметно, аккуратно и не видно. Так, прячем. Вы можете спускаться вниз, вы можете вдоль столбиков, как угодно. То есть какого-то единого правила нет. Самое главное, чтобы было незаметно. Все, вот я сделала. Ниточку я могу отрезать. Так, я хочу присоединить ниточку вот такого же цвета. То есть вы можете совсем другого брать, то есть на ваше усмотрение. А я хочу такого же цвета. Например, я возьмусь за... С любого места могу начать, совсем не принципиально. Пусть это будет вот этот вот кончик у меня, да. И смотрите, вот наша петелька, да, верхушка столбика, она состоит как капелька, видите? Из двух таких петелек. Так вот, я берусь не за переднюю петельку, я берусь за заднюю петельку. Смотрите. Берусь за заднюю петельку. И далее вытягиваю ниточку, делаю так вот воздушную петельку. Смотрите, дальше я ныряю в следующую петельку, точно так же за заднюю. Вытянула свою ярко-розовую и тут же ее провязала. Оп, то есть соединительной петелькой. Опять взялась за заднюю петельку, вытянула ниточку и опять оп, провязала. За заднюю петельку и сразу же провязала. И так далее на протяжении всего сердечка. То есть, когда вы так будете делать, получится косичка, которая будет смотреть на вас. То есть, если вот так вот вы провязывали столбики, да, то косичка смотрит в бок. Угу. А вот здесь, когда вы провязываете, смотрите, косичка поворачивается на вас. Вот. И за заднюю стеночку вот так вот все сердечко и проходим. И даже в центре, вот здесь вот точно так же, все провязываем. То есть ничего сложного. Это очень быстро, но зато будет, как, так скажем, декоративный элемент, будет подчеркивать наше сердечко. Угу. Давайте до конца, получается, сердечко самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Вот у меня получается, смотрите, одно сердечко. Я остановилась на этом этапе. Вот это сердечко, видите? Аккуратненько изнаночка, видите? Все аккуратненько, ровненько. Аккуратненько, ровненько. Вот. Но можно сделать еще одну обвязочку. Вот смотрите, как видите. То есть я не закончила на желтом. Я продолжила дальше еще вот таким вот кораллово-оранжевым цветом. Показать вам? Давайте покажу. Так, смотрите, я хочу продолжить розовой ниточкой, которая у меня была. Вы можете брать совсем другую, да, ниточку на ваше усмотрение. И здесь я хочу присоединиться, смотрите, вот, например, тоже можно в любом месте присоединяться. Ну, например, здесь же я присоединюсь, и не к ярко-розовой ниточке я присоединяюсь. Сейчас крючок возьму потоньше. А вот к бледно-розовой ниточке я присоединяюсь, понятно? И я буду работать с бледно-розовой ниточкой. Вот для чего, как бы для контраста нужно показывать узорчики. Вот, я берусь за ниточку, так, вытягиваю свою петельку, все, переключаюсь крючком чуть побольше. Вот, и теперь воздушная петелька, и иду прям по розовой, бледно-бледно-розовой ниточке, опять же, вытягиваю петельку и сразу же ее провязываю через петельку на крючке. Опять взялась за розовую, бледно-бледно-розовую ниточку, вытянула, провязала, вытянула, провязала, вытянула, провязала. И так далее на протяжении всего сердечка я могу это сделать. Можете, конечно, не делать, а можете сделать. Можете так делать несколько рядочков, да. То есть у вас получится, что такая вот будет аккуратненькая обвязочка. Вот, видите, и опять косичка смотрит на вас. Вот какое волшебство этих петелек. Вот. И вот так вот провязываем, провязываем, провязываем на протяжении всего сердечка. Угу. Давайте я довяжу до конца и покажу вам итог. Итог будет очень-очень красивый. Красота. Все ниточки аккуратненько убираем, прячем и наслаждаемся красотой. То есть
на любое, скажем, событие. У вас есть вот такая вот подставочка для кружечек, так? Ну, либо в зависимости от размера пряжи, это может быть, естественно, салфетка, это может быть ковер. Ну, а вот к 14 февраля, думаю, как раз оригинально, интересно, просто, быстро. Да? Вот. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить свои лайки, напишите комментарии. А также не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале. А также под видео находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками в соцсетях». Делитесь. Заранее спасибо вам большое. И плюсик нажимайте под видео. Называется «Сохранить видео». Будете сохранять их у себя в своих папочках. И спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.